Давайте, ребята. Начинаем еще. Большая работа у нас. А как вы знаете, наш семинар закончится 4 часа, так что у нас только 2 часа. Why am I speaking Russian? Because we only have 2 hours left. У нас осталось всего лишь 2 часа. We are not going to take questions after every concept. И мы не будем тогда задавать вопросы после каждого принципа. Because we just don't have time. Потому что у нас просто нет времени. So if you have a very important question, если у вас есть очень важные вопросы, write it down. Напишите их. And at the end, if there's time, we'll answer them. И в конце я отвечу. Okay? Договорились? Да? Хорошо. So, let's start with concept 5. Принцип 5, страница 23. Во всей нашей структуре всемирного обслуживания должно действовать традиционное право на обжалование, гарантирующее, что мнение меньшинства будет услышано и что личные жалобы будут внимательно рассматриваться. Okay. This principle addresses the limits of the second tradition. Этот принцип адресован, обращается вот к границам второй традиции. Второй традиции. Второй. And at the very heart of this principle is the freedom of the individual. И очень самая сложная часть этого принципа – это свобода личности. And what this principle talks about, the right of appeal. И то, о чем говорит данный принцип, это вот право на обжалование, means that all minority voices, что голос меньшинства, whether they're staff members, будь это голос членов штата, whether they're committees, или члена комитета, or corporate boards, или совета директоров, or among the trustees, или среди попечителей, they should be encouraged их нужно поддерживать, to file minority reports whenever they feel the majority is wrong. Поддерживать мнение меньшинства, если вдруг большинство ошибается. So when a minority considers an issue to be so mistaken by the majority, мнение меньшинства зачастую считается неправильным с точки зрения большинства. If the minority thinks that this mistake will affect AA as a whole, и если меньшинство считает, что данное решение может повлиять вообще на анонимных алкоголиков, на сообщество, it should not only be encouraged to write a minority report, их нужно поддерживать для того, чтобы они писали сообщения. But it is their duty, their responsibility to file a minority report. И это даже необходимость доносить мнение меньшинства на конференции. And Bill wrote this principle because he understood. И Билл описывал этот принцип, потому что он понимал, that minorities are often right. Что меньшинство часто бывает правым. That the majority often makes mistakes. И большинство зачастую допускает ошибки. And so this principle allows a minority to raise an issue, raise a question. И этот принцип дает возможность меньшинству ставить вопросы. So that the issue or the question can be thoroughly discussed. Для того, чтобы эти вопросы могли обсуждаться. And so that there can be ongoing debate over important issues. И, соответственно, эти вопросы должны дебатироваться, должны продолжать рассматриваться. And Bill wrote that the well-heard minority, И Билл говорил, что правильно услышанное меньшинство, хорошо услышанное меньшинство, is the chief protection against uninformed, является самой главной защитой от того, чтобы не быть услышанным, от того, чтобы поступала достаточная информация.
misinformed, или неправильная информация angry, от злости, majority. От злости большинства. So, as often happens, sometimes groups of people get an idea. Часто бывает, что группа людей вот, имеет какую-то идею, имеет какую-то мысль. Not just in AA, but everywhere in society. Неважно, будь это в АЭ или вообще в обществе. And very quickly they all decide that so-and-so is bad. И зачастую они принимают решение, что вот это плохо. Either in my country it's Jews or blacks or... Вот в моей стране, например, это отношение к евреям, к черным. В этом плане. And a whole group will start judging. И они формируют группы, которые начинают судить, осуждать. And in order to protect AA from that kind of ignorance, и для того, чтобы защитить анонимных алкоголиков от подобного рода незнания, this right of appeal exists. Существует вот это право на обжалование. In AA, hopefully, it's never about race or religion. И именно поэтому анонимные алкоголики никогда не судят с расовой точки зрения или с точки зрения религии. But we often decide that we're right and everybody else is wrong. Но мы зачастую сами решаем, что мы правы, а кто-то еще ошибается. That it has to be our way. Что это должно быть только так. And we sometimes can even convince most of the people in our group that we're right. И зачастую мы можем даже обвинить и убедить большинство членов нашей группы, что именно мы правы. And sometimes entire groups act without thinking. И зачастую даже сама группа действует, не думая, не обдуманно. And so to protect against that, the minority has a right of appeal. Именно поэтому меньшинство имеет право на обжалование. And again, at the heart of this principle И именно в сердце вот этого принципа, еще раз повторим, is the idea of individual freedom. Лежит идея вот личной свободы. It's the same idea that that goes into the tradition that says every member of AA is a member when he says so. И этот принцип именно заложен в той традиции, которая говорит, каждый член анонимных алкоголиков является членом анонимных алкоголиков, если он сам говорит это, если он считает себя таковым. Кто-то терял зонтик? Ну, это хороший. Думала, может быть, это мой. Жалко. Забыла об этом. So, nobody can take away anybody's right to belong in AA. Никто не может отнять ни у кого членство анонимных алкоголиков и право принадлежать к анонимным алкоголикам. And nobody can be forced to believe anything in AA. И никто не обязан верить во что бы то ни было в анонимных алкоголиках. So ours is a very large society. Наше сообщество – это очень широкое сообщество, большое сообщество. With many privileges and liberties for the minorities. С большими привилегиями для меньшинства и свободами для меньшинства. So in the past, in the United States, В прошлом в Соединенных Штатах, especially when it comes to world services, especially when it comes to world service, особенно когда это касалось мировой службы, we've gone to great effort to ensure the minority has its say. Мы прилагали большие усилия для того, чтобы воодушевить меньшинство говорить так, как они говорят. Now, as already discussed in these principles, the second tradition, И как обсуждается в этом принципе вторая традиция, means that the group conscience has ultimate authority. Что групповое сознание является окончательным решением.
But the group conscience does not have total authority. Но групповое сознание не имеет Total. Все. всего полного, да? Полной власти. So that there's always the possibility for a minority right of appeal. Таким путем осуществляется возможность для меньшинства осуществлять свое право на обжалование. Более века назад молодой французский аристократ по имени де Токвилл приехал в Америку посмотреть на новую республику. Несмотря на то, что многие его друзья потеряли жизнь в состоянии во французской революции, сам де Токвилл был уважаемым почитателем демократии. Страница 25, наверное. Да, извините, 25-я страница, прошу прощения. 25-я страница, 3-й абзац. Его сочинение о правлении с помощью народа и для народа является классическим и никогда еще так подробно не изучались, как сейчас. В своих размышлениях о политике де Токвилл утверждает, что величайшей опасностью для демократии всегда является деспотизм равнодушного, корыстного, несведущего или гневного большинства. Только вполне убежденные граждане, решительно желающие защитить и оберегать мнения и права меньшинства, могли бы, по его мнению, гарантировать существование свободного демократического общества. Все, что мы видим вокруг себя сегодня, это деспотизм большинства, даже еще более худший деспотизм со стороны незначительного меньшинства, наделенного абсолютной властью. Для того он не приемлет ни то, ни другое, и мы, члены АА, с ним искренне согласны. Мы верим, что дух демократии будет всегда сосуществовать в нашем товариществе и в нашей структуре всемирного обслуживания анонимных алкоголиков, несмотря на противодействующие силы, которые, безусловно, будут продолжать на нас нападать. К счастью, мы не обязаны содержать правительство, которое принуждает к подчинению с помощью наложения наказаний. Нам нужно содержать только структуру обслуживания, которая высоко несет наши традиции, в соответствии с ними формирует и осуществляет нашу политику и неизменно несет наши идеи тем, кто страдает. И мы верим, что никогда не будем подвергаться деспотии ни со стороны большинства, ни со стороны меньшинства, если между ними тщательно определим отношения, тем самым проложим путь для всемирного обслуживания на основе наших 12 шагов, 12 традиций и устава конференции, в которые, я верю, мы когда-нибудь включим и эти традиционные права на обжалование и ходатайство. Так что, если... No questions. But, so if you find yourself in disagreement with the group conscience... Если вы чувствуете свое несогласие с групповым сознанием, it's your obligation это ваше обязательство. To say something. Вы обязаны сказать, высказать это, сказать это. And to have the group look at your minority opinion. И заставить группу посмотреть на мнение своего меньшинства. So, and that's the task, to listen with patience to minority voices. И вот именно таково задание, это слушать голос меньшинства. Or if you have a minority opinion, to have the courage to say something. Если вы выражаете мнение меньшинства, то иметь храбрость сказать что-то.